один лень. На кукурузу теперь. Ох, клюнул хороший, наверное. Сейчас припаркуемся, разложим снасти. Во! Друзья, всем привет! Как и обещал, приехал сегодня на водоем, где водятся большие амуры. Так как амур пугливая рыба, хочу закормить несколько точек. Взял с собой прикормку, такую же, как и я использовал на прошлой своей рыбалке. Перловка вареная и кукуруза. Сейчас покажу вам ее. Взял где-то килограмма 3. Одно место закормлю там, где упала верба. А второе, а может еще и 2 даже места, в самых кувшинках. Там, где я его часто видел, когда приезжал сюда рыбачить и поймал карпа. Вот такая прикормка рассыпается. Отличная кукуруза, перловочка и больше ничего, никаких добавок. Ловить буду пробовать я амура. Ну, если повезет, может и карпа поймаю. Взял с собой кукурузу. Взял также с собой вареный горох. Вот такой горох. И взял с собой еще опарышей. Значит, я сейчас, как уже говорил, закормлю пару точек. Поищу, поплаваю карпа, может полчасика, часик. А потом уже приплыву, проверю точки. Также с утра амур тоже может, как и карп, кормиться у дна. И будут тоже появляться ройки. Поэтому, возможно, я поймаю амура еще и по ройкам. Ну, если мне удастся к нему подобраться, не спугнув его. Водоем полностью заросший кувшинкой. Где она погуще, где пореже. Есть такие небольшие окна. Но в основном везде кувшинка. Только там по руслу, там кувшинки нету, где глубина поболее. Ловить буду пробовать амура и карпа на удочку с боковым кивком. Как всегда. Cold Dragon. Сзади еще одна запасная у меня удочка. Я всегда беру с собой 2 удочки, как минимум, для ловли на боковой кивок. Крючок поставил самый мощный, какой у меня есть. Вот такой, который не сможет разогнуть, я думаю, даже и 15-килограммовый карп или амур. Шнур у меня 0,41. Сейчас плывем, закармливаемся по-быстрому, потому что время для рыбалки у нас мало. Часика 4, не более. И начинаем рыбалку. Пока с вами разговаривал, увидел ройку. Но роется, по-моему, линь. Здесь также и линь есть хороший. Он перешел под кувшинкой, роется. Небольшая ройка.
И пузырьки небольшие. У карпа ройка больше раза в 2 как минимум. Но целью сегодняшней рыбалки основной это будет амур. Ну а там как получится, как пойдет рыбалка. Ну вот, тут и закормимся. Так, берем прикормку. Опа. Ну, туда. Я думаю, если амур не подойдет, то карп может по-любому подойдет. Так, первая точка есть. Подплываю ко второй точке, ко второму месту, где я хочу закормиться. Вот прямо. Небольшое окошко. Есть. Закормил 2 точки. Ну, сейчас, может, еще одну закормлю точку. А может и нет. Посмотрю, если найду хорошее место. Хотя надежд у меня мало на закормленные места. Тут ему еды хватает, амуру. Он не голодный. И кувшинка, и камыш, и всякие разные водоросли, и деревьев много, которые наклонены вниз к воде. Одним словом, будет видно. Посмотрим. Так, плывем теперь, поищем ройки карпа. Пока пил чай, думал, откуда начать рыбалку. Небо затянуло тучками. Хотя по прогнозу стоит сегодня солнышко. Ну, они, видать, там и дальше уже тучек нету. Дать это ненадолго. Но такая вот, если бы пасмурная погода держалась целый день, то клев был бы хороший. Карп любит такую погоду. И линь, кстати. Да, наверное, вся рыба любит такую погоду. Думал, с какой наживки начать рыбалку. Решил с кукурузы. Так, 2 кукурузинки. Опа. Вот здесь, чтобы жало было чуть-чуть выглядывало из кукурузки. И плыву сейчас по кувшинкам, ищу ройки. Ой, малюсенький. Так, мы тебя пустим. Подожди. Ой, какой. Ну вот и первая поклевка, друзья. Заплыл в самую середину кувшинки, увидел совсем такую небольшую ройку, может вот такая в диаметре. Да, думаю, опущу. Роек не так уж сильно и много пока. Опустил и сразу буквально поклевка. Но такой маленький зеркальный карпик. Клюнул, кстати, на кукурузу.
Сижу по сторонам, смотрю сразу, ищу еще ройки. Таких карпов, конечно же, нужно отпускать. Вон, так, тому карпу, наверное, год не больше, если даже не меньше. Это ройка. Ух ты! Смотрите, что я зацепил. Сделал подсечку и зацепил чешую. Плаваю по всем кувшинкам, тут по кругу. Кувшинка густая, ройки плохо видно. Приходится вот так вот заплывать в саму кувшинку и потихоньку проплывать по ним и искать ройки. На чистом, где нет кувшинки, роек нету. А вот по кувшинкам иногда вижу, то там, то там. Вот и вдалеке вижу где-то метров 15 от меня ройку. Ох, клюнул хороший, наверное. Так. Сейчас мы его достанем. Есть. Так. Нашел ройку, стал подплывать к ройке. Только опускаю, выключается камера. И сразу поклевка. Елки-палки. Ну, карп небольшой, килограмма, может, 4. Во. Ну, сколько в нем? Как вы думаете? Клюнул, кстати, на 2 кукурузки. Вот, я закрыл молнией, закрыл мешок. И карабинчиком страхуется сама молния, чтобы не растянулась. Поймал я его вот на такую кукурузу. Ну, такие дикие сидят.
на корнях кувшинки. Там, где как раз я и закармливался. Там у меня точка прикормленная. Полетели. Вот опять появляется солнышко. И я так надеялся, что будет сегодня пасмурно. Увидел, друзья, бурлящую ройку. Но пока доплыл, не знаю, есть там кто-то еще или нет. Была поклевка, что ли? Да, была, но я думал, это не поклевка. Опять показывается солнце. Становится жарко. Раздеваемся. И плывем. Рыки тут небольшие. Ну, тут такие заросли. И плывем на одну из точек, которую я закармливал. У нас же сегодня цель нашей рыбалки кто? Амур. Карпа я уже поймал. А вот амура еще нет. Подплываю, друзья, к точке закормленной. Если тут рыба и стоит, главное ее не спугнуть. Глубина где-то может 1,20 м, 1,50 м, 1,5 метра. И прозрачная вода на этом водоеме. Но не вижу никаких ни пузырьков, ничего. Никто не роется там, где лежит прикормка. Но опустить нужно. А мало ли. На прикормку рыбка не подошла. Сейчас тут проплывусь, посмотрю. Может, ройки есть. Вот туда дальше. Ну, это я плыву в начало водоема, откуда он начинается. Туда дальше там все мельче, мельче, мельче. Там через 50 метров вообще глубина полметра посредине водоема. Совсем мелко. И даже если там и стоит крупная рыба, то подобраться к ней будет очень тяжело. О, вижу чуть дальше ройку. Ух ты, линяра. Линь клюнул на горох. Покажу вам его. Таких давно я линей не ловил. Давай сюда, дорогой. Опа. Опа, сразу горох проглотил. Красавчик. Во! Гляньте какой. Кило 200 где-то вот так будет. Это линяра, я понимаю. Это уже зачет. А я плаваю, смотрю, ройки такие бурлящие, кстати. Думал, карп. Горох подсовываю. Ну и уговорил линя клюнуть на горох. Так, ложу линя в мешок и продолжаем дальше рыбалку. Плыву ко второй точке. На первой никого. Ух! Видел ли, где он стоит? Он второй. Ага. Да он стоит везде, в кувшинках. Повсюду. Конечно, его не видно. Он стоит в самом верху. Не роется. И его тяжело заметить. Он вас видит, а вы его нет. Наоборот получается. Какие-то одиночные пузырьки вижу, но не более.
Мелочь стоит. Красноперка, плотва. Окунь он малька гоняет. Крупной рыбы нету. Ух, стоит, вижу. Ух, и здоровый поплыл. Стоял рядом с прикормкой, но не на прикормке. Ну и ладно. Нет рыбы на точках. Будем, значит, охотиться на рыбу по ройкам. Только хотел опустить. Вы видали, ракета какая поперла. Вон пузыри поднимаются на поверхность. Ух. Поднял кверху и мимо. Еще один лень. На кукурузу теперь. Иди сюда, родной. Опа. Лень хороший, я вам скажу. О. Ну, где-то килограммушка. Хороший линяра. И все ройки вот здесь вот на вот этом пятачке. Там вот такое вот окошко, где нету водорослей. И он так вот по кругу роется по кувшинкам. Глубина где-то 1,5 метра здесь. И тут попадается среди кувшинок. Сверху плавают корни кувшинки. Целая куча. Это делает так амур, кстати. Вот там дальше еще одна кучка вырванных корней кувшинки. И там я прикармливал 3-е место. Но подплывал, рыбы нет там сейчас. Опа! Еще один линь. Клюнул под вербой, где я закармливался. Ну-ка сюда. Да все такие один в один. Опа! О, смотрите какой. Линяра. Ну это где-то грамм 800. Гонялся я за этой ройкой. Опускал, поклевки не было. Вообще перестали появляться пузырьки. И я так забросил примерно, думаю, ну, наверное, он там где-то стоит. Вообще в рандомное место. И поклевка. Вот так вот вам. Ух ты! Есть карпик. Небольшой. Это небольшой карп. Такого мы, естественно, будем отпускать. А ну-ка, какой же ж ты там? И совсем маленький. Даже подсак не буду доставать. Где ты там? Плыви сюда. Распугал мне тут всю рыбу. Зеркальный карпик.
Сейчас я вам покажу его. Смотрите, какой квадрат. Да подожди ты, я ж тебя не буду забирать. Но придется с воды доставать все равно. Опа. Смотрите, какой кругляш. Ой. Карапович. Плыви. Красавчик. Круглый. Вырастет скоро, боец будет. Года через 2 будет килограмм 5. Так что таких карпов отпускайте по возможности. Клюнул, кстати, на кукурузу опять. Сегодня все на кукурузу клюют в основном. Чем выше солнце, тем меньше роек. Еще ветерок подул, но небольшой, правда. Да, наверное, насчет того, что я смогу поймать амура здесь, я немножко погорячился. Подплываю, ребята, к точке, где я закармливал. Есть какие-то ройки, много мелкой рыбы. Я когда подплываю, мелкая рыба начинает удирать, и этим пугает амура. Опа. Смотрите. Смотрите, где стоял. Вот тут стоял, в кувшинках. А туда, где я опустил кивок, там закормленная точка. Смотрите, какие пошли пузыри. Их двое стояло. Один здесь, а другой там дальше. Вот из-за того, что мелко, небольшая глубина, вот из-за этого ничего у меня и не получится. Ветер поднялся такой, что просто сносит даже в густых кувшинках. Заплываю, и ройки до сих пор есть. Заплываю, ветер сносит, ну и даже если получается остановиться возле ройки, опускаю, а кивок вот так вот туда-сюда, и непонятно, клюет рыба или нет. Сейчас плывем, взвешиваем карпа. Там еще лини есть. Ну, лини, наверное, где-то килограммовые, не больше. Я так думаю. А вот карп, мне интересно самому, какой вес. Ну, я думаю, килограмм 5. Смотрите, стоит амур. Не знаю, видно вам или нет. Если я начну сейчас доставать удочку, он сразу убежит. Удрал. Плыву обратно к тому месту, где я выплывал, и думаю, проплывусь вот по этим кувшинкам, которые у меня за спиной. Посмотрю, стоит рыбка, не стоит. И так проплываю потихонечку. Вижу, среди кувшинок стоит амур. Такой килограмм, 8, наверное, точно. Стал поднимать удочку, доставать наживку, и он такой пуф, и поплыл. Так, достал карпа. Опа. Так, кто там сколько говорил? 5 килограмм 190 грамм. Ну, скажем так, 5 килограмм. Не поймали амура, зато хорошего карпика поймали. Не трофей, конечно, но все равно было приятно. Ставьте, друзья, обязательно лайки, пишите комментарии. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока!